Здравствуйте, дорогие друзья! Итак, у нас с вами очередной сюжет. У нас в этом году юбилей 75-летний парад Победы в Москве пройдет, как вам уже известно, 24 июня месяца. Было это все связано с тем, что пандемия мировая коснулась и нас, и в связи с этим праздник Великой Победы был перенесен. И поводом этого сюжета послужила как раз та информация, которую я хотел бы до вас, своих зрителей, донести, дать некоторые свои рекомендации, потому как я знаю, что многие из вас приедут в город для того, чтобы посетить либо репетиции, либо сам парад. И в связи с этим я со своим опытом хотел бы вам дать некоторые свои рекомендации. Итак, что же у нас в этом году происходит по части парада и как по расписанию должно все это мероприятие пройти. 15 числа у нас состоялись первые тренировки воздушной части парада. В Подмосковье самолеты поднимались и раньше, я их наблюдал. Обычно идет четверка истребителей, как правило 3, 4, иногда 5 проходят. Одна единица проходит в стороне, делает съемки для того, чтобы потом уже с монтажом показывать вам на больших экранах. Вот 15 числа они пролетели, я их наблюдал. Далее у нас намечены в городе 17 и 18 ночные тренировки. Значит, 14 числа перекрывались улицы. Сотрудники правоохранительных органов, также сотрудники ДПС вместе с военной автоинспекцией проводили внутренние свои мероприятия, тренировки, расставляли личный состав. То есть фактически тренировка прошла на уровне пеших военных, которые вот расставляли на Тверской улице. Это как раз было 14 числа. Значит, далее с техникой у нас проходят ночные тренировки в этом году 17 и 18 июня. Что они из себя будут представлять, техника будет располагаться на Тверской улице и далее будет выдвигаться на Красную площадь, то есть ночная репетиция. Где-то в районе 10 часов будут отработаны пешие войска по территории Красной площади. Ну а далее будет уже выдвигаться техника, проходить через Красную площадь, далее выходить на Васильевский спуск. Часть будет уходить на Кремлевскую набережную, ну а часть будет уходить по Большому Москворецкому мосту и далее через Болотную улицу и Болотную набережную выходить на Большой Каменный мост и далее в сторону Маховой улицы выдвигаться. Значит, генеральная репетиция в этом году запланирована 20 числа, то есть это в утреннее время будут и пешие, и техника, и воздух. Это генеральная репетиция, практически такая же, как и во время самого парада в городе будет проведена. Что хотелось бы отметить, что на ночные тренировки, на генеральную репетицию можно будет со стороны и Тверской улицы понаблюдать технику, ну и также со стороны набережной. Вот ближе уже к делу, да, к генеральной репетиции будет много перекрытий, и посмотреть будет уже сложнее. Тем, кто планирует посмотреть парад 24 числа, ну, так же, как это было бы по нормальному времени в отсутствии той проблемы под названием пандемии 9 мая, вот я настоятельно бы вам не рекомендовал пытаться увидеть парад в эти числа. Почему? Потому что все абсолютно будет перекрыто. На Тверскую вы не попадете, на Васильевский спуск даже, скорее всего, и на Большой Москворецкий мост вы не попадете. Часть Большого Каменного будет перекрыта. Ну,
Потому как история с безопасностью, она напрямую связана. Также и с Софийской набережной, это противоположная сторона Кремлевской, тоже будут перекрытия, потому что стоят пушки отрабатывают тоже имитацию выстрелов. Вот, поэтому не рекомендую вам в эти дни находиться там. Но коль вы вдруг столкнулись с этим, да, мы сейчас едем по улице Большой Якиманки, будем уходить в сторону набережной, я как раз вам некоторые моменты еще раз опишу. Значит, я посоветую следующее. В прошлый раз у нас Большой Москворецкий мост перекрывался, и практически Раушская набережная и Софийская набережная, она была полностью закрыта. Но в этом году я надеюсь, что так не будет, и будет все-таки доступ у людей, чтобы посмотрели на это все дело и дали возможность все-таки понаблюдать. Вот мы здесь уходим на набережную, мы с вами уже сделали здесь много зарисовок. Вот с противоположной стороны практически у нас Болотная площадь, Болотная набережная и улица. Там проходит колесная техника на большой скорости. Значит, она огибает Васильевский спуск и справа, и слева. Вот с левой стороны в сторону Кремлевской набережной будет уходить тяжелая техника. Ну а с правой стороны будет вот уходить колесная техника, и с противоположной стороны от нашего движения будет выходить в сторону Большого Каменного моста. То есть, условно, это колесная быстроходная техника. Значит, сами пешие по Москворецкой улице в сторону Москворецкой набережной будут уходить. Сейчас я вам это дело покажу. Ну, а вот здесь вот фактически с противоположной стороны можно сюда добраться будет от станции Третьяковская либо Новокузнецкая. И вот здесь вот уже будут перекрытия. Вот как люди переходят в сторону относительно нашего движения по левую руку, да, вот от там, примерно, куда повернута камера, находится и Третьяковская, и Новокузнецкая. Вы можете оттуда пробраться в сторону набережной. Значит, если вдруг Большой Москворецкий мост, на который мы сейчас с вами поедем, он после ремонта долгого открылся, но, возможно, он будет тоже перекрыт, и вам не попасть будет на него. Вот воздушную часть парада, конечно же, здорово наблюдать во время тренировок с него, но 24 числа вот этот вот прекрасный мост в сторону Васильевского спуска будет закрыт. И у вас будет два варианта. Либо уйти по правую руку в сторону Раушской набережной, вот как здание заканчивается примерно здесь, то есть с противоположной стороны Зарядье парка. И вот либо с этого моста, если он будет открыт. Вот туда у нас Кремлевская набережная, здесь уходит тяжелая техника, гусеничная, фактически гаубицы и так далее. И вот Васильевский спуск будут обходить с двух сторон. Колесная техника с правой, ну а гусеничная с левой. Сами пешие будут уходить часть на Варварку. Вот вы видите, там движутся автомобили, вот такси желтого цвета. Туда будут часть уходить. Ну и часть, куда мы с вами повернем вниз, в сторону Кремлевской набережной. Как правило, здесь есть возможность с противоположной стороны, с Раушской набережной, посмотреть, точнее даже не посмотреть, но многие приходят с биноклями, да, многие с техникой, которая зумируется, но слышно, как солдатики, женщины, военнослужащие поют. Вот фактически по вот этому спуску вниз они по Москворецкой улице вдоль парка Зарядье, вот до набережной, они здесь идут, проходят с песнями. Этого, конечно, в телевизоре не видно, но вот с противоположной стороны Москва-реки, с той стороны Сараушской набережной, фактически люди смотрят, хлопают, и женщины военнослужащие подходят к краю набережной, машут руками, приветствуют, все свистят, потому как это очень классно выглядит. Ну и далее они фактически по вот Москворецкой набережной, куда мы сейчас с вами повернем, садятся в автобусы и их увозят. Здесь фактически вся эта сторона будет перекрыта, здесь будут стоять очень много, фактически с двух сторон, автобусы дальнего следования, куда будут грузить
пеших, которые принимали участие в параде и будут увозить. Сама территория парка Зарядье будет перекрыта, вам не удастся на нее попасть. Также Китайгородский проезд, вот откуда выходят автомобили, вся эта сторона будет закрыта. Поэтому, если у вас будет возможность, то посмотреть на это все дело можно с противоположной стороны. Это либо Софийская, либо Раушская набережная. Но Софийская будет точно перекрыта 24 числа, потому что выстрелы пушек и в целях безопасности там всегда перекрываются. Китайгородский проезд, как я уже сказал, налево он закрыт. Ну и далее, вот где высотка, у нас Большой Устинский мост. Это вот вторая точка. Если вам не удастся попасть на Большой Москворецкий мост, который фактически за нашей спиной, то я вам рекомендую уходить на Большой Устинский мост. И с него вы будете наблюдать, как пролетает воздушный парад. Практически он пройдет над вашей головой, и у вас будет возможность запечатлеть его на фотокамеру, видеокамеру. Вот как раз с этого моста практически техника вся пролетит над вами. Вот такой мой комментарий хотел бы я оставить для вас. Лучший вариант находиться дома, смотреть, но коль у вас будет возможность явиться и посмотреть, и желание послушать, как техника заводится, как она работает, вибрации почувствовать, то вот делал вам такие небольшие рекомендации. Я надеюсь, они будут для вас полезны. В целом, лучше всего попасть либо 17 либо 18 на Тверскую улицу и посмотреть вблизи технику, рассмотреть ее, сделать какие-то памятные фотографии вот в эти прекрасные дни. Вот что я хотел вам в преддверии праздника сказать. С вами я не прощаюсь. До новых сюжетов и мое традиционное, ну а пока.